Всем привет! Вы на канале Pop Music. Меня зовут Полина. И сегодня у нас на обзоре синтезатор Nux Nex 100. Поехали! Nex 100 — это очень компактный и легкий синтезатор. На первый взгляд достаточно простой по своим функциям и особенно по визуальным качествам. Но на самом деле этот синтезатор, он не совсем такой детский, не совсем элементарный. Во-первых, здесь существует чувствительность клавиатуры. Здесь их 5 степеней чувствительности. Это уже отличает инструмент от самых базовых моделей, поскольку можно делать определенную динамику клавиши, которая вам требуется. Здесь 61 клавиша. В общем-то, это стандартный размер для таких синтезаторов. Он очень легкий, поэтому его всегда можно брать с собой, переносить без проблем. По функционалу здесь, в принципе, довольно насыщенный такой ассортимент функций. Во-первых, здесь 500 разных тембров от классических инструментов до уже более синтовых, современных, оркестровых, каких-то этнических инструментов. Предлагаю послушать несколько тембров на этом инструменте. Начнем мы, конечно же, с тембра Grand Piano. Помимо тембра Grand Piano здесь есть еще один тембр классического фортепиано Standard Piano. Возьмем тембр электропиано. Или, к примеру, тембр церковного органа. Здесь есть функция автоаккомпанемента, 100 вариантов различных стилей. Еще есть 100 предустановленных мелодий, есть различные функции. Например, можно выбрать типы реверберации, сменить октаву или, например, осуществить транспозицию, поменять строй инструмента. По визуальным качествам здесь достаточно простая конфигурация клавиш. Все достаточно просто и понятно. Слева у нас клавиша включения инструмента, клавиши громкости. Под экраном у нас находится клавиша переключения между как раз функцией Live Music, о которой расскажу чуть позже, секция демо-композиции и стилей. Здесь у нас колесо переключения между различными тембрами или стилями или демо-композициями. И справа у нас секция кнопки «Домой» для того, чтобы быстро переключиться из какой-то функции в начальный экран. Кнопки настроек для того, чтобы попасть в меню и выбрать нужные нам настройки инструмента. Здесь же у нас есть клавиши метронома, которые позволят нам воспользоваться этой функцией. И здесь есть раздел для работы с автоаккомпанементом. То есть это добавление каких-то вариаций, вступление или окончание. Ну и, соответственно, play-stop. Конечно же, как же без питч-бенда, который есть у нас здесь в левой части инструмента. В принципе, довольно интересная штука, редко используется, но те, кто умеют пользоваться всеми функциями синтезатора, умеют пользоваться и питч-бендом в нужные моменты.
Здесь есть различные тембры гитар, как акустических, так и электрогитар. И здесь у нас есть тембр электрогитары, но в более таком мягком формате. Конечно же, здесь у нас есть секция струнных инструментов, как отдельные скрипки, виолончели, так и тембр струнного оркестра, к примеру. Давайте послушаем. Еще один интересный тембр, который есть у этого инструмента, это тембр, похожий на звук полного симфонического оркестра. Сейчас я продемонстрирую. Это большая редкость для такого рода синтезаторов. Не все профессиональные синтезаторы обладают таким тембром, но здесь есть такая имитация именно полного симфонического оркестра. Давайте послушаем. Конечно же, не совсем точно я описала. Все-таки это не симфонический оркестр, это больше такая крупная группа как классических, так и этнических инструментов. Здесь слышны не только классические струнные или ударные, но и некоторые этнические инструменты, например, ситара, что придает этому тембру еще большую глубину и насыщенность. Это очень клево. Как я уже сказала ранее, здесь у нас есть и секция синтовых инструментов, более современных. Предлагаю попробовать эти тембры в сочетании с какими-то стилями для того, чтобы использовать функцию стиля. У нас здесь есть клавиша ритм. Таким образом, мы попадаем в меню наших вариантов стиля. Здесь мы что можем выбрать? Во-первых, мы можем воспользоваться функцией автоаккомпанемента. Таким образом, вы можете использовать либо один палец, либо использовать какие-то аккорды для того, чтобы менять гармонию вашего инструмента. За эту функцию отвечает средняя клавиша. Вот здесь можно выбрать мульти или сингл. Как раз сингл позволит вам менять аккорды буквально одним пальцем. И функция синхронизированного старта для того, чтобы музыка началась сразу после касания. И, конечно же, мы воспользуемся секцией справа. Выберем здесь интро для того, чтобы у нас было начало. Включим синт-старт. Ну, давайте попробуем. Внизу у нас панель как раз для работы с функцией живой музыки. Здесь, в общем-то, с точки зрения поиска каких-то функций, все достаточно просто.
Это большой плюс, потому что навороченные синтезаторы, они имеют еще большее количество функций, и часто, когда люди никогда не имели дело с синтезаторами или хотели научить своих детей, испытывали некоторые трудности с большим количеством различных клавиш, здесь все максимально просто, поэтому это будет понятно и для взрослого человека, который только хотел начать заниматься и осваивать синтезатор, но и для детей это также будет понятно. Ну и несколько слов про функцию Live Music. Это такой простой секвенсор. Здесь у нас есть 20 различных композиций, которая состоит из 4 дорожек. Это бас, это ударные инструменты и 2 секции с мелодиями. В каждой композиции есть по 3 разных вариации. То есть, простыми словами, у вас есть мелодия, которую вы можете в реальном времени комбинировать так, как вам захочется. Давайте продемонстрируем. Здесь для того, чтобы начать работать с этой функцией, мы как раз обратимся к нашей платформе для работы с живой музыкой. Но здесь у нас выписаны не все функции, поскольку черные клавиши в левой части клавиатуры тоже задействованы. Они используются для некоторых функций. Все выписано в инструкции, все можно будет посмотреть, какая клавиша за что отвечает. Но сейчас попробуем на элементарном уровне показать, как это работает. Попробуем для начала воспроизвести все сразу инструменты. Сейчас попробуем по отдельности добавлять разные комбинации. На самом деле вариантов для работы с одной композицией очень много. Во-первых, вы можете не использовать только конкретные секции под эту мелодию. Вы можете комбинировать разные секции, разные варианты, добавлять эффекты звуковые и можете, в принципе, создавать неплохие треки. Правая часть клавиатуры, она либо звучит как обычная клавиша, либо здесь есть клавиша Sound, которая позволит нам преобразить ее в тембры различных, может быть, FX-эффектов. Давайте послушаем. Hey, come on. Hello. What's your... То есть на самом деле вы можете как и задействовать просто левую часть клавиатуры и создавать музыку, но и при этом использовать правую часть клавиатуры для того, чтобы добавить еще дополнительных эффектов. Очень клевая штука. Советую обязательно попробовать. И для тех, кто никогда не играл, для тех, кто уже давно занимается на инструментах, может быть очень приятным дополнением для вашей игры. Приятным дополнением к этому инструменту является наличие у него в комплекте Bluetooth
модуля. Для чего же нужна эта небольшая штучка? На самом деле она выполняет очень важную функцию. Благодаря ей можно будет использовать инструмент как Bluetooth аудио, так и Bluetooth MIDI. Например, если мы элементарно используем этот агрегат как Bluetooth аудио, мы можем воспроизводить с вашего устройства какие-то композиции через этот инструмент, он будет использоваться как колонка. Если же мы говорим о Bluetooth MIDI, то это нам позволит подсоединяться к различным приложениям. Кстати, у Nux есть свое приложение, оно называется, по-моему, Nux Piano Mate, которое позволит работать с инструментом дистанционно. Там можно выбирать различные композиции и работать уже вместе с приложением, подключить этот инструмент и использовать еще большее количество возможностей. Но, конечно же, здесь есть и стандартный вариант разъемов. Например, здесь есть разъем для наушников, разъем AUX вход и выход. Есть разъем USB для подключения к компьютеру. Например, если вы не можете подключиться через Bluetooth модуль, можно через провод без проблем. Есть разъем для педали, который позволит как раз-таки использовать сустейн для этих инструментов. К сожалению, в комплекте он не идет, но вы можете воспользоваться любой универсальной педалью. И, конечно же, есть разъем под адаптер, но хорошим качеством этого инструмента является то, что он может работать не только от сети, но и от встроенной батареи. Время работы инструмента без подключения к розетке до 10 часов на максимальной громкости. Это очень много, поэтому вы можете не беспокоиться, если планируете выступать с какими-то лайвовыми мероприятиями, то этот инструмент спокойно выдержит несколько часов полноценной работы. Ну а что думаете вы по поводу данного инструмента? Оставляйте ваши комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки, делайте репосты. А с вами была я, Полина. До новых встреч. Пока-пока. Это офигеть! Блин, это то, про что я подумала. Поставьте на паузу. Это же